шикарном ресторане, расположенном в центре города, вечер только начинался. Уютный свет мягко падал на роскошные столы, а официанты с профессиональными улыбками обслуживали посетителей. Среди них была чернокожая девушка по имени Айша, молчаливая и сдержанная, но всегда готовая помочь. В этот вечер в ресторан пришла богатая дама, элегантно одетая, с высокомерным видом. Она устроилась за столиком у окна, а Айша, как всегда, подошла с улыбкой, предлагая меню. Женщина на мгновение взглянула на нее с недовольством и, не пытаясь скрыть свою пренебрежительность, бросила: «Ты что, с темным цветом кожи? Думаешь, что можешь обслуживать людей, как я? Ты вообще знаешь, что такое приличие?» Айша замерла, но не ответила. Она, как всегда, сдерживала свои эмоции и просто предложила напитки. Но женщина продолжала язвить, ее голос становился все более пренебрежительным. «Ну что, неужели ты не можешь предложить что-то нормальное? Или это твоя единственная работа — стоять и кланяться богатым людям?» Айша сделала шаг назад, пытаясь не дать волю своим чувствам, но ее взгляд был уже наполнен болью. В это время в ресторан зашел мужчина. Он был неприметно одет, но по его уверенной походке было видно, что это не простой человек. Он сел за столик рядом с дамой и случайно подслушал ее оскорбление в адрес Айши. «Как вам наша еда?» — спросила Айша, подходя с заказом. Женщина снова отпустила язвительные замечания, но мужчина вдруг прервал ее. «Простите, я не могу не вмешаться», — сказал он, внимательно глядя на женщину. «Но это поведение неприемлемо. Я сам владелец этого ресторана, и я не терплю такого отношения к людям». Женщина, услышав эти слова, мгновенно замолчала и поняла, что это владелец компании, где она работала. Она посмотрела на мужчину с удивлением, но ее взгляд стал неуверенным. Она попыталась оправдаться, но он, не дав ей даже слова, продолжил: «Вы уволены. Вы больше не будете работать в моей компании. С вашего отношения к людям явно недостаточно для того, чтобы быть частью команды». Айша замерла. Она не могла поверить в происходящее. Она всегда считала себя маленькой частью большого мира, и вдруг ее достоинство оказалось признано. Женщина, осознавая, что потеряла работу, вскочила с места, бросив на Айшу взгляд, полный сожаления и стыда. Ее лицо стало красным от гнева и стыда, и она поспешно покинула ресторан. Айша стояла, не зная, что думать. Она чувствовала облегчение и удивление от того, что ее унижение не осталось незамеченным. Мужчина подошел к ней и с улыбкой сказал: «Вы великолепно справлялись. В этой жизни люди должны уважать друг друга, независимо от того, кто они. Спасибо за ваше терпение и профессионализм». Айша улыбнулась, чувствуя, как горечь от оскорблений постепенно исчезает. Она вдруг поняла, что ее ценят, и это было важнее любого стереотипа и предвзятости. Женщина тем временем покинула ресторан и осталась без работы, горько жалея о своих словах. Она поняла, что никогда не стоило того, чтобы унижать других, и что иногда самые сильные уроки приходят не от книг, а от реальной жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.